Всех приветствую, друзья! Итак, в этом видео я решил продолжить поиски интересного контента и на своем личном примере прокачать свою PlayStation 5 дисковую. И сделать ее я хочу не такой, как у всех. Ну, то есть это типичное состояние человека, который хоть чем-то хочет выделиться из толпы. И мне казалось, знаете, заниматься этим я точно не буду в жизни, но эта прокачка приставки, она не сколько визуальная, сколько именно практическая. Ведь мы будем улучшать вентиляцию, расширять возможности самой приставки и стремиться к некой солидности, что ли, за счет перехода на темную сторону. Одним словом, будем стремиться к нашим истокам и народной любви к черному цвету. А мы знаем, друзья, что черный цвет — это прям стандарт славянской жизни: черная одежда, черные машины, черные компьютеры, черное кино, чернуха везде и так далее. Короче, мы сделаем в этом видео PlayStation 5 Total Black Edition, ну а зрители уже сами оценят, насколько у меня это получилось. Скажу сразу, такая прокачка обошлась мне в 25 тысяч рублей примерно. И разумеется, что покрыть все эти расходы, сейчас мы с вами сделаем небольшую паузу на минутку и снова потом вернемся к теме нашего видео. Друзья, на своем канале я посвятил немало роликов компьютерным сборкам под разный бюджет, а также периферии под любой кошелек. А задумывались ли вы, как сильно увеличился бы ваш бюджет на ту же сборку ПК, если бы вы оптимизировали свои расходы? Вот, скажем, затраты на связь. Чего стоит только один YouTube, сжирающий кучу трафика при просмотре моих видео в хорошем качестве, ну или стриминг музыки, без которого жить-то весьма тяжко. Кстати, посмотреть, какие приложения съедают больше всего вашего трафика, можно в настройках телефона. Если вас, как и меня, беспокоят лишние расходы на связь, то почему бы не подключить мегасилы от Мегафона? Это уникальная возможность бесплатно добавлять свой тариф без лимиты на те категории, которыми вы чаще всего пользуетесь. Ну, как и упоминал я ранее, аудиосервисы, соцсети, видео и все в этом духе. К примеру, можно пользоваться без ограничений YouTube, Твичом, ВК и множеством сервисов без переплат. Благодаря мегасилам можно сделать свой тариф выгодным, не боясь, что гигабайты закончатся в самый неподходящий момент. Если вы искали тариф с выгодными условиями, то самое время перейти на Мегафон и безлимитно сидеть в соцсетях, слушать музыку и смотреть видео с мегасилами. Ссылка в описании. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, понятное дело, чтобы сделать прокачку PS5, нужно что? Правильно, иметь саму PS5, и стоит она сегодня в среднем цифровая версия 48 тысяч, а дисковая 52 тысячи рублей. Это средняя цена по всевозможным маркетам. На Авито, понятное дело, еще дешевле, но моя пятерка была куплена на одном из таких именно маркетов. Это японец, последняя ревизия, и думаю, сильно вдаваться в подробности самой приставочки нет смысла. Уже было снято 200 тысяч различных видео об этой консоли. Единственное, что я бы уточнил, так это то, что версию с дисководом чуть проще визуально видоизменять. На цифровую версию меньше различных наклеечек, крышечек, и вообще в 2023 куда проще купить диск, пройти и потом его продать, если вам он больше не нужен. И в остальном первое, с чего мы начнем, это объем SSD накопителя PlayStation 5, и он указан на коробке вроде бы 825, но по факту после того, как вы включите приставку, у вас останется, внимание, примерно 650 гиг. Это явно меньше, чем 825, что указано на коробке, и меньше, чем было на презентации 1 терабайт. Так что вы можете уже сейчас представить себе, сколько примерно вы сможете поставить на PlayStation 5 различных проектов. Короче, место очень в меру, скажем так, сильно не разгуляешься, но есть небольшое решение, это поставить вручную еще один SSD накопитель, и Sony таки понимали, что это будут делать люди, и сделали в свободном доступе еще один слот под SSD накопитель. Но, внимание, не все накопители подходят под PlayStation 5. Там минимальная нужна скорость 5000 на чтение, и такое могут себе позволить очень быстрые модели SSD накопителей в формате M2 и на скорости PCI Express 4.0. И, конечно же, такие накопители не дешевые. И вот в моем случае я поставлю SSD-шник на 1 терабайт. Но, внимание, это будут чистый 1 терабайт, а не 825 или там 650 и так далее. И делается это очень просто. Снимаем сперва белые крышки с самой приставки и находим под этими крышками металлическую пластину на корпусе. Ее откручиваем и далее вставляем SSD-шник, и потом переносим маленькую шайбочку такую металлическую под сам SSD, ее подставляем и прикручиваем сверху, конечно же, винтиком. Все, потом, значит, сверху опять-таки возвращаем обратно пластину, закручиваем, и можно запускать приставку. Далее нам дают, в общем-то, сообщение на экране, что нужно отформатировать новый накопитель. Форматируем его и получаем теперь, что у нас два накопителя
накопителя суммарно, то есть в сумме 1,6 терабайт. Но опять же повторюсь, у меня быстрый SSD-шник, я использовал довольно хорошую модель, он стоит 8000 рублей, хотя можно было поставить и на 4 терабайта за 32 тысячи. И это если у вас, конечно, есть такая денежка и потребности. В общем, SSD мы, значит, с вами прокачали, теперь насчет перехода в черный цвет и так далее. Ну и раз уж мы разобрали саму приставку, сняли боковые стенки белые, то можно и снять еще одну пластину на вентилятор. И все же от нее, я думаю, толку абсолютно ноль. Она просто здесь, я так понимаю, выступает чисто визуально, ее можно снять и сопротивления воздуха при этом не будет. Хоть он, конечно, и минимальный, это сопротивление, но без нее, мне кажется, будет лучше, без этой металлической решетки. Далее берем черные пластины, которые я предварительно заказал на Озоне за 2000 рублей, и надеваем их вместо прошлых. Вот в целом второй этап после замены SSD можно считать завершенным. Но я думаю, вы обратили внимание, что на этой пластине по обе стороны есть сверху отверстие под вентиляцию. Это некая такая себе перфорация, чтобы напрямую поступал свежий воздух именно внутрь на этот вентилятор. Это явно лучше для этой вертушки, и значит температура будет ниже, а следовательно и шум от приставки, от вентилятора будет еще более тихим. Сейчас зимой, конечно, это не так важно, но вот ближе к лету там становится жарко, и такое решение станет очень даже удачным. Причем даже если вам не понравился черный цвет, можно купить любые, и синие, и красные, в крапинку, все рисунки чисто на ваше усмотрение, как вам хочется. Выбор очень большой, и средняя цена от 2 до 3,5 тысяч. И да, такое решение очень интересно смотрится. Но вот что меня вечно смущало, так это лакированная глянцевая часть в самой PlayStation. Во-первых, она очень сильно блестящая, что уже явно далеко не модно в 2023. Во-вторых, она очень быстро царапается даже от воздуха, даже просто если протирать ее микрофиброй. Ну и, конечно, она оставляет отпечатки пальцев, и к ней отлично прилипает абсолютно любая пыль. Просто идеальный пылесборник. Его, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, я решил затонировать, точнее наклеить матовую пленку сверху на эту лакированную часть, и тем самым мы сохраним первоначальный вид на случай перепродажи приставки и сделаем матовым все, и боковые стенки, и центральную часть. Поначалу я думал, получится малость по-колхозному, я вообще, знаете, не люблю все эти пленки, наклеечки, но честно, тут это смотрится даже очень в меру, без рисунков, без карбона, просто матовая пленка, черная под цвет корпуса. В общем, получилось в итоге примерно так, как вы сейчас видите на экране. Цена прокачки еще не окончательная, потому что мне пришла идея под черную приставку, я решил взять черный контроллер DualSense, и взял я новую ревизию Человеком-пауком. Стоит такой геймпад 14 тысяч, просто нереальный оверпрайс, не думаю, что он нужен всем, но для общей композиции по цвету смотрится вроде бы нормально. И в сумме у нас выходит 8000 SSD-шник, 2000 стоит панельки черные, и 500 рублей стоит пленка. Ну и в общем-то сумма общая 10500, стоила бы мне прокачка, и конечно же сюда стоит добавить именно геймпад за 14 тысяч, но это не очень правильная цена. Я, кажется, честно, неверно сделал именно. Можно было, конечно, купить просто обычный черный контроллер, и стоит он 7000, а не 14. 14 это потому, что Человек-паук, новая часть, чисто на хайпе, так что да, просто можно было сэкономить 7000, так что выходит как-то вот так, друзья. Если вам понравилось это видео и данная прокачка, ставьте лайк, пишите комментарии, что думаете. Если вам действительно зашел такой формат, то я сниму еще что-то подобное, но уже с иными приставками, типа там Steam Deck, возможно Xbox Series S и так далее, но это уже будет потом. А сейчас на этом, друзья, у меня все. Всем еще раз я желаю не болеть, и увидимся с вами уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока. Увидимся.